Топ-5 ТВ-боксов от 50 до 100 долларов на осень 2020 года из Китая на канале Технозон. Поехали. Привет, дорогие мои подписчики! Вы знаете, рынок замер в ожидании iMlogic S905X4 процессора, и вот пока что ничего не происходит, и будет он, скорее всего, аж к зиме, поэтому ждем зимы. Но это не значит, что у нас не появилась новинка в нашем топе, и топ у нас буквально немножечко переформировался на осень, и мы будем сейчас с вами разбираться, что же у нас изменилось и что сюда зашло. Хорошо. Перед тем, как мы перейдем к самому обзору этих новинок, хочу вам сказать, что ссылки на все обзоры, детальные обзоры этих ТВ-боксов лежат в описании под видео, как и ссылки на проверенных продавцов по рейтингу. Ну а также подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные и полезные обзоры. Поехали! На пятом месте, забыл сказать, что на сегодня плюс одно вне топовое место. На пятом месте у нас ТВ-бокс X88 King на 4 на 128 на iMlogic S922X процессоре. Это единственный ТВ-бокс, который стоит дешевле 100 долларов. И это действительно так. Что у нас здесь есть? LPDDR4 память 4 гигабайта, есть 5 ГГц Wi-Fi, есть у нас LAN RJ45 на 1000 мегабит. Сюда есть прошивки Android TV, при этом есть прошивки от Vortex, есть Slimbox прошивки, есть огромное количество прошивок, есть от SAS-VLAD прошивка, да, вот есть от SAS-VLAD прошивка, и вот именно на стоковой прошивке это полное дерьмище. А вот если брать кастомные прошивки, например, от Vortex, то это достаточно крутой ТВ-бокс на достаточно классном процессоре. 6-ядерный, 4 Cortex A73 ядра по 1,7 ГГц и 2 ядра Cortex A53 по 1,8 ГГц. У него есть USB 3. Он, конечно же, из-за своей дешевизны подразумевает, что он не лишен всех недостатков ТВ-боксов. Просто все его конкуренты на iMlogic S922X процессоре находятся в ценовой категории более 100 долларов. Да, там есть, конечно, экземпляры с более хорошими вариантами прошивки, поэтому они стоят дороже. Но эта приставка за свои деньги, она действительно заслуживает внимания. С ней придется повозиться, предупреждаю сразу. Ссылочка на проверенного продавца лежит в описании под видео. Цена 91,94. Кстати, забыл сказать, что здесь есть автофреймрейт через AFRD. На четвертое место у нас ворвалась AX95DB на новом процессоре iMlogic S905X 3-B, вот такой вот, видите, у нас iMlogic S905X-B ТВ-бокс, и это ворвалась в топ версия 4 на 128, стоит она 54 доллара. Кстати, версии, которые у нас войдут в топы до 50, тоже существуют, это 4 на 32 за 39,90 и 47,40 на 4,64, но здесь именно четвертое место, а не выше, по некоторым причинам. Здесь нет у нас 1000 гигабитного порта, здесь 100 мегабитный LAN. Здесь достаточно неплохой Wi-Fi 5 ГГц, здесь неплохой Wi-Fi 2,4 ГГц. Она, в принципе, неплохо работает. Немножечко нужно заморочиться с охлаждением, если вы собираетесь играть, либо собираетесь смотреть торренты более, там, over 40 гигов, то это нужно будет сделать. Это вот у нее есть недостатки, советую смотреть оригинальные обзоры, мы там все честно и правдиво показываем. Но приставка на фоне той кучи шлака, который есть сейчас на рынке, эта приставка выглядит достаточно нормально. То есть у нас их было две штуки, 4 на 128, 4 на 32, и нам они действительно зашли на прошивке от Vortex. Vortex сделал под нее прошивку, мы ее тестировали, обзор прошивки от Vortex тоже есть. Есть отличительная особенность данной приставки, это то, что на этом процессоре S905X3B есть лицензия Dolby Audio, и плюс она вроде бы поддерживает BDMV и BDSO может проигрывать, но это только в стоковой прошивке. В принципе, неплохо, но здесь DDR3, что позволяет ее сделать такой дешевенькой памятью. Ссылочка на проверенного продавца тоже лежит в описании под видео. На третьем месте у нас Xiaomi Mi Box S, несменный лидер, это сертифицированный Android TV с поддержкой Chromecast, с поддержкой Netflix, у него есть лицензии DTS и Dolby Digital, плюс у нас
Голосовой Bluetooth хороший пульт, но в принципе тоже не лишен своих недостатков. И есть у него проблемы с 2,4 ГГц Wi-Fi. Но в целом это вот именно, знаете, приставка из коробки. Ты ее достал, минимальные какие-то действия через Technozone инсталлер и используешь. Да, здесь на внутреннем сервере не поиграешь очень тяжелые торренты over 40, over 50 гигов. Но здесь работают все абсолютно стриминговые сервисы. Здесь есть DRM L1 защита, поэтому здесь все с этим шикарно. Плюс работает отлично Netflix 4K с HDR, еще и с 5.1 звуком. Поэтому Xiaomi Mi Box S достаточно классная штука. Обзор тоже лежит в описании под видео. Он основан на, конечно, на более устаревшей версии процессора S905X. Процессор у него есть 2 на 8, но это сертификат Android TV. Поэтому он занимает заслуженное место в топ-3 в этом топе. На втором месте у нас поселилась вся семейка Mikulka M серии. Mikulka M9, Mikulka M3, Mikulka M1. И они объединились здесь по принципу того, что они уже все получили Android TV 10, Mikulka M1 в том числе. 4 на 32 версия стоит 66 баксов. Здесь опять же голосовой пульт у нас в комплекте, Android TV, есть DRM L1, но нет сертификации Netflix. Это важно отметить. Для тех, кто хочет смотреть Netflix, ее здесь нет. Что здесь внутри? У нас здесь iMlogic S905X3 стоит, у нас есть Mali G31 ускоритель, Android TV 9, но 100 мегабитный LAN, но при этом хороший Wi-Fi 5 ГГц. Этого вот не отнять у Mikulka. Некоторые жалуются на определенный перегрев Mikulka M1, потому что в них снизу очень плохо сделаны сетки, но я так понимаю, что дорабатывают люди, и все-таки это сертификат Android TV, и в нем работают все стриминговые сервисы. Кстати, здесь Wi-Fi 2T2R, забыл сказать. По поводу автофреймрейта в Mikulka M серии, он работает в коде и работает в Movie Player, поэтому советую вообще смотреть там в коде через Elementum какие-то торренты. Mikulka M9 Pro, например, мы можем с вами взять из чайной 4 на 32 версию за $67. Я бы советовал уже брать, конечно, 4 на 32 KM1 за 66. Mikulka M3 вообще мне всегда нравился. 4 на 64 версия есть, и есть версия 4 на 128. Вот она базовая. Где у нас базовая версия? Но цена за 4 на 128 непомерно высока, но при этом мы считаем, что это топ-2. То есть мы знаем, что Mikulы у нас работают достаточно неплохо. В частности, вот я бы советовал вообще Mikulka M3. Mikulka M3 это такое, знаете, приставка выбора. На S905X2 процессоре, который практически не греется, у него тоже есть автофреймрейт в коде и в Movie Player, сертификат Android TV, стриминговые сервисы кроме Netflix работают, 5.1 звук выводит через HDMI Bitstream, все с этим здесь суперово. И на первом месте у нас Yugus X3 серия. Скажу сразу, X2 уже выбывает, она уже дораспродается, ее уже практически нет. Там один магазин на Али остался, где я находил, но уже все. Уже у нас полностью осталась X3 серия. За X3 Cube, допустим, предлагают, вернее, X3 Cube на рынке предлагают за 57 баксов. И на первом месте она потому, что на нее существует огромное количество прошивок. Есть даже чат Telegram с поддержкой, есть чат, вернее, есть Telegram бот с прошивками. Прошивки есть Slimbox, Vortex, SAS-Vlad и огромное количество этих кастомов на базе именно основной хорошей прошивки, в которой есть и поддержка Samba сервис, CIFS клиент, есть NFS клиент, есть автофреймрейты всех типов. 1000 мегабитный LAN. Слушайте, ну шикарная ТВ-приставка за свои деньги. То есть вы можете шить ее на чистый Android, на Android TV. Все, что угодно вы можете делать. При этом у этой приставки максимальное количество совместимых пультов. То есть пульты прописаны, в частности G20S, когда вы покупаете, он изначально из коробки полностью совместим с данным ТВ-боксом. И это огромный плюс. Тоже основан на iMlogic S905X3 процессоре. Есть опционально 16, 32, 64 гигабайта хранилища, 5 ГГц Wi-Fi, 1000 мегабитный LAN, это я уже говорил. Ссылочка на оригинальные обзоры, на обзоры Android TV прошивки лежат в описании под видео. Я вообще советую брать Pro версию 4 на 32. Вот как она выглядит изнутри, можете посмотреть. И действительно неплохо. Вот очень неплохо, особенно еще знаете, что радует? Там есть встроенный ремейпер для пультов. То есть если вы купили пульт и какие-то кнопки несовместимы, вы можете их переназначить. Это будет вообще шикарно.
Хорошо, но я обещал вам шестое внетоповое место. Это уже старичок, который отходит именно в распродаже за $58. Mikul M8S Max, на который существует даже прошивка Android TV, на iMlogic S912, на 28-м Android SDK, поэтому Davi от PDA сделал эту прошивку. Она с активным охлаждением, она с True HD звуком. Кстати, забыл, почему еще X3 Cube у нас находится на первом месте, потому что она поддерживает и Dolby Atmos, и DTS-X в режиме Pass-Through, и Dolby True HD, и DTS HD High-Res, поэтому там вот с этим вопросов нет. Из топов это единственная приставка, которая это поддерживает. В принципе, как и M8S Max поддерживает HD звук, но не поддерживает DTS-X, поэтому вот она в этом проигрывает. 3 на 32 гигабайта памяти, 5 ГГц Wi-Fi, LAN RJ45 100 мегабит, но это 8-ядерный S912, он не греется, на него если накатить Android TV прошивку, то он очень даже хорошо работает. И если вы успеете его покупать, то покупайте, потому что скоро его уже в обороте не будет. В топ зимний он уже однозначно не попадет, потому что его осталось очень мало. Но он, скажем так, вышел уже из топа, но вот в силу своей распродажности мы его держим шестым дополнительным местом, поэтому он заслуживает своего внимания. Что ж, резюмируем данный топ. Ребят, ждет нас скоро очень много прорывов, очень много новинок. Немножечко нужно подождать, и я думаю, что все будет. Уже на топ зимы будет вообще суперо. Но при этом не стоит очень сильно обольщаться, что S905X4 будет мега-супер процессором, он дает всего лишь поддержку AV1 кодека. Это не значит, что YouTube перестанет поддерживать VP9 кодек, и поддержку AV1 кодека заявился Netflix. Если вы не смотрите Netflix, то вообще не стоит париться и ждать этот S905X4. Все, ребят, надеюсь, топ вам понравился. Пишем комментарии, что вы считаете должно быть в топе от 50 до 100. Пожалуйста, без ругательств. Ругательства все затирает YouTube, дабы не демонетизировались видео. Ну, а если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и топ-5 от 50 до 100 баксов из Китая на канале Технозон на осень 2020 года. Пока, ребят.